На рисунке представлены графики зависимости координаты x от времени 5 тел. Проанализируйте точки пересечения графиков и постройте графики зависимости скоростей от времени. Нужно определить скорость этих тел. Скорость тел мы можем определить по координатам. В данном случае видим, что первый график, вот x1, он параллелен оси времени, независимо от времени, поэтому скорость равна нулю здесь. В данном случае можем сразу написать, что график x1, v1 равна нулю. Ну и с другой стороны, угол наклона равен нулю, тангенс этого графика равен нулю, а тангенс определяет величину скорости. Второй график x2. Посмотрим. За 5 секунд тело прошло 3 метра. Вот как раз получается 5 секунд, тело прошло 3 метра. v2 будет равно 3 метра делить на 5 секунд. Того мы получаем 0,6 метра за секунду. Поскольку тангенс будет угла равен положительный, для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим, я нарисую маленькую единичную окружность. Вот я нарисовал, приблизительно маленькая единичная окружность. И параллельно рядом ось тангенса. Вот это ось тангенса. Поскольку этот угол, он будет равен вот этому значению, значит тангенс здесь у нас будет положительный, и скорость, естественно, будет положительной. Смотрим следующий. x3. За 5 секунд тело прошло сколько? 2 метра. Мы делим расстояние на скорость, мы получаем 2 делить на 5, скорость v3 будет равна 2 метра делить на 5 секунд, это будет равно 0,4 метра в секунду. И тоже видим, что вот этот угол, вот альфа, он будет положительный, то есть скорость у него будет положительная в данном случае. Четвертый график. Скорость тела четвертого будет равна, посмотрим. Тоже она проходит за 5 секунд 2 метра. Делим 2 метра на 5 секунд, получаем 0,4 метра в секунду. Обратите внимание, раз эти скорости этих двух графиков одинаковые, значит все эти линии должны быть параллельны. И пятый график x5, скорость его чему будет равна? v5 равно. За 5 секунд тело прошло 2 метра, только в обратном направлении. 2 метра делим на 5 секунд. Мы получаем 0,4 метра в секунду. Только вот эта скорость будет направлена в отрицательном направлении. v5 у нас будет равно минус 0,4 метра за секунду. Мы можем сейчас записать уравнение движения для всех этих тел. Сами уравнения движения. Поскольку у нас первое тело не зависит от времени его расстояния, то просто-напросто x1 будет равно значению, которое он имеет. Равно единице. Уравнение движения для второго тела. Начальное состояние у него 0, x2. Значит, будет скорость умноженная на время. Скорость у него 0,6 метра за секунду. x2 будет равно 0,6 умноженное на время на t. x3. x3 у него начальное состояние уже 4. То есть начинается с 4. 4 плюс скорость 0,4 t. Уравнение движения третьего тела вот такое. Уравнение движения четвертого тела. Поскольку он параллельно идет, практически только разница в начальном расстоянии, где оно начало двигаться. Получается 6 плюс 0,4 t. Вот уравнение пятого тела x5 равно начальное состояние у него 10 и минус 0,4 t. Вот уравнение движения каждого из этой координаты. Теперь давайте построим здесь значение скоростей. Скорости у нас будут определены таким образом. Максимальная скорость 0,6, поэтому будем так считать. 3, 4, 5, 6. И в эту сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому возьмем вот это значение серединка и обозначим. Это будет время t, а здесь уже будет скорости в метрах за секунду. Это 1, 2, 3. Поскольку здесь у нас 0 везде, поэтому будем писать 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6. Максимальное значение. Здесь у нас будет минус 0,1, минус 0,2 и так далее. Минус 0,3, минус 0,4, минус 0,5. Итак, скорость первого тела мы можем сразу определить, она равна нулю. Вот график, который будет идти по координатной оси. Вот здесь. Вот это будет обозначен v1 равно нулю. Скорость второго тела 0,6 метра за секунду. Вот. Это второе тело. Причем скорость не меняется. Как была стабильная, так во всем промежутке времени она остается. Скорость третьего тела 0,4 метра за секунду. Это третье тело, 0,4. Рядом с ним такой же точно скорость имеет четвертое тело, поэтому я его нарисую параллельно, но мы будем понимать, что оно проходит точно по 0,4. Вот здесь вот так. То есть они два здесь совпадают. Третье и четвертое. Пятое тело у нас имеет отрицательную скорость минус
0,4. Поэтому на этом графике она будет выглядеть в отрицательной области. Вот это скорость пятого типа. Обратите внимание, коли у нас в графике прямые линии, у нас скорости по всему протяжению времени t она не меняется, стабильно. Теперь нам нужно проанализировать точки пересечения графиков. Построите графики зависимости скоростей от времени. Это мы построили. Графики зависимости скоростей от времени. Теперь давайте проанализируем, какие точки у нас будут пересекаться. Понятно, что у нас пересечется наверняка x4 и x5. Точно пересекутся. Причем можно определить, в какой точке они пересекутся. Как видите, вот этот график 5, он будет пересекать где-то далеко все графики, которые здесь существуют. Можно сказать о том, что x4 и x5 у нас будут пересекаться. x4 и x5. x4 равен x4 это 6 плюс 0,4t будет равен x5 10 минус 0,4t. Переносим 0,4tt, а 6 перенесем сюда. Мы получим так. 0,8t равно 6 сюда перенесем. 10 минус 6 это будет 4. Итого t отсюда получаем равно 5. Мы можем сказать о том, чему равен x. Если x мы подставим вот сюда, любое из этих выражений, x5 4 плюс 0,4 умножить на 5, 0,2, это будет 8. Значит, x равен 8. Вот точка пересечения графика x4 и x5. x5 точно будет пересекаться с графиком x3. Значит, x3 и x5 будут пересекаться. Видно. x3 у нас значение 4 плюс 0,4t равен 10 минус 0,4t. Опять делаем процедуру переноса этих значений. Тут будет 0,8t, а четверка пойдет сюда, в эту сторону. 0,8t будет равно 10 минус 4, 6. Итого t разделим 6 на 0,8, мы получим 7,5 секунды. Ну а x можем посчитать просто любое значение. X можем подставить значение то ли в тройку, то ли в десятку, без разницы. Например, 4, тройку подставляем 4 плюс 0,4, что множится на 7,5, будет равно 7. То есть в данном случае вот оно получается где-то значение 7, вот в этом месте. Вот 4 пересечется с десяткой. Как мы строили, так где-то получается. 7,5 пересечения вот по времени и в расстоянии семерка где-то получается. Вот точка пересечения. Дальше вот этот график 5 будет пересекаться со вторым. Итак, x2 и x5. Второй график у нас 0,6t равен 10 минус 0,4t. 0,4t переносим туда. У нас получается 1t равен 10. То есть t будет равно 10. 10 секундам где-то в этом месте. Ну, естественно, можно координату посчитать. Координата будет равна. Можем сюда подставить значение 10. Итого получается x равно 6. График 5 с графиком 2 пересекается, когда t равно 10, и координата x равно 6. Ну, можно посмотреть, где пересекается первый график, но он далеко будет где-то пересекаться с пятым графиком. Давайте тоже посчитаем его. Первый график пересекается с пятым графиком. Поскольку первый график равен просто единице, равно 10 минус 0,4t. Переносим единицу туда, 0,4 туда, у нас получается 0,4t равно 10 минус единица будет равно 9. Это у нас будет равно 9 разделить на 0,4. Это будет где-то равно 22,5 секунды. То есть далеко. И видно, что далеко будет пересечение. Ну, а x четко можем сказать о том, что пересечется на значение единицы. Но тут даже можно не подсчитывать, потому что в любом случае x равно единице. Следующая точка пересечения, как видно, вот этот график имеет скорость 0,6. Это 0,4 и этот 0,4. Значит, второй график где-то пересечется с третьим графиком и где-то пересечется с четвертым графиком. И тоже далеко. Ну, запишем их точку пересечения. Это x2 с третьим графиком. x2 это 0,6t. С третьим графиком равно 4 плюс 0,4t. Переносим 0,4t туда. Получается здесь 0,2t равно 4. Отсюда t будет равно 4 делить на 0,2. Получается t равно 20 секунд. Вот такое далеко где-то будет пересекаться. 20 секунд. Ну и x мы можем посчитать, чему равно. Можем подставить либо сюда значение t, либо сюда. Можно сюда подставить 20 на 0,6. X будет равен 12. То есть тоже где-то далеко они пересекутся. И графики x2 еще пересечется с графиком x4. Тоже далеко. x2 с x4. Итак, 0,6t равно 6 плюс 0,4t равно. Итого 0,4t переносим сюда, она будет с минусом. Получается 0,2t равно 6. 6 разделить на 0,2 получается 30. Видите, очень далеко. Естественно, x можно посчитать. Опять сюда подставить. X равно 18. Точки пересечения мы нашли.
посмотрели, каким образом графики проходят, увидели, что вот этих 3 и 4 график пересекаться не будут, потому что просто-напросто у них одинаковые углы, а все остальные точки пересечения мы находили.